Привет! У нас тут вовсю уже начали отмечать Хэллоуин, и я тоже решила не отставать от праздника и связала вот такую тыковку на вязальной машине. У меня однофантурная вязальная машина. В чем прелесть этой тыковки? В том, что ее можно связать не только на вязальной машине, но и на спицах. Кстати, на вязальной машине ее можно связать и на двухфантурной в круговую, а на спицах вы можете вязать поворотными рядами или тоже в круговую. Здесь нет ничего сложного, просто нужно связать полотно из лицевой глади. Кстати, если вам не подходит моя болтовня, я это прекрасно понимаю, поэтому внизу прописаны тайм-коды. И по идее на этой полосочке со временем вы увидите, как она разделена на части, и вы можете между ними переключаться. То есть сразу перейти к вязанию. Для вязания тыковки нам понадобится пряжа. Вот у меня такого приятного оранжевого цвета, тыквенного, очень удачного. У меня это акрил, 50 грамм акрила ушло на эту тыковку. Акрил 4-ниточный, он бывает 5-ниточный потолще и 4-ниточный. Вот такой вот он у меня. Почему я не говорю метраж пряжи? Потому что я живу в Китае, и здесь же и покупаю пряжу на Taobao, он же Алиэкспресс. Так вот, для внутреннего рынка они почему-то не пишут метраж. Как-то они там определяют. Я всегда покупаю пряжу наугад. Также вам понадобится еще какая-нибудь зеленая, может быть даже какая-нибудь темно-коричневая подойдет для хвостика. Хвостик я потом привязала крючком, прямо к тыковке сразу. И у меня тут такая, как сказать, попка. Вот такая симпатичная пуговка. Значит, плотность у меня на моей машине, у меня 3 класс, значит, вязать буду на 3 классе, на плотности 6. Я связала образец на 40 петель, у меня получилось из этих 50 грамм 160 рядов. Я потом померила, сколько у меня в 10 сантиметрах. В 10 сантиметрах у меня 18,5 петель на 29 рядов. Вам, значит, нужно связать свой собственный образец и посчитать, сколько петель вам нужно, чтобы у вас получилось в окружности, сколько я сказала? 63 сантиметра. Дальше мы приступаем к вязанию. Так, ну давайте же свяжем эту замечательную вещь. Моя тыковка это 40 на 40 игл. Ваша, вы, наверное, уже посчитали. Так, мне нужно было перевести каретку на правую сторону, мне так удобней. Значит, ваша тыковка вашего собственного размера, значит, моя 40 на 40, и я буду вязать 80 рядов. Если вы тоже свяжете столько же рядов, сколько вы посчитали игл, петель, у меня это 80, 40 на 40 это 80, значит, у вас гарантированно получится тыковка вот такой формы. Если вы хотите повыше, не забывайте, что вам больше набивки понадобится. Если вы хотите повыше, вам нужно будет провязать еще больше рядов, там сами уже смотрите сколько. Ну, пониже, соответственно, меньше рядов.
Так как я вяжу на однофантурной машине, мне нужно добавить еще краевые петли для сшивания. Я вот по одной добавляю. Что я вам советую, если у вас однофантурная машина. Также, если вы вяжете на спицах поворотными рядами, тоже учтите, что вам понадобятся краевые петли. В круговом вязании, конечно, они не нужны. Дальше, что нужно сделать? Я вяжу 3 через 1. И так как мы сшиваем за бок, а у бока у нас 3 петли, значит, надо разделить надвое. Значит, это будет 2 петли. А с этой стороны у нас будет 1 петля. Вот, это наш бочок. И отсюда уже можно начать пропускать петли. Значит, вот наши 3. Я выдвинула нужные мне иглы. Теперь что мы делаем? Делаем набор обвития. Можно сделать косичкой, как я в принципе делала в этой тыкве. Косичкой. Ну, нет никакой разницы. Главное, не делайте обычно, знаете, такой набор протяжкой. Когда делаешь протяжку и вешаешь линейку, оно просто потом распустится. Нам этого не надо. Поэтому я беру прищепку. Любимая прищепочка. Наверное, изобретение все-таки наших рукодельниц. Я нигде больше такого не видела. Но это очень удобное изобретение. И делаем обвитие игл. Делаем вот от начала и до самого конца. Очень мне тут удобно стоит камера. Делаем до самого конца. Вот я обвила все иглы, продеваю нить в каретку и провязываю первый ряд. Вот, первый ряд провязан. Навешиваю гребенку. У меня такая мощная гребенка. Теперь нужно еще дополнительно повесить грузики. Я хорошо так навешиваю, потому что у меня нить пружинистая. Она может преподнести сюрпризы. Так, все, я все навесила, все сделала, плотность, все, везде все где-то. Надо 100 раз перепроверить, потому что сейчас просто будем вязать, не останавливаясь, чтобы не перевязывать. Проверяем все на берегу. Вроде бы все в порядке. И я вяжу до конца клубка, вы вяжете столько, сколько вы вяжете. Так, я провязала немножко больше рядов, не 80, а 97. Ну, просто потому что мне нужно было вывязать уже весь этот клубок. В принципе, что теперь? Теперь нужно снять грузы и начать творить магию.
берем петлеуловитель. Можно заранее, кстати, выдвинуть эти пропущенные иглы. Они нам сейчас понадобятся. У меня такая есть линеечка. Может быть, у вас в наборе тоже такая шла. Я выведу эти иглы вперед. Так. Теперь я начинаю поднимать, опускать камеру и поднимать эти протяжки. Протяжки поднимаются очень просто. 3 пропускаем, 4 поднимаем. 3 пропускаем. 3 пропускаем. 4 вот тянем, протягиваем. И теперь подводим крючок под следующие 3. Даже под 4. Под 4 мы протягиваем, протягиваем, протягиваем. И протягиваем через ту петлю, что у нас уже была на петлеуловителе. Если вы когда-нибудь поднимали английскую резинку, вы принцип понимаете. Просто здесь мы пропускаем не 1, а 3. Сейчас я поднимусь немножко повыше, и, наверное, будет удобнее показывать. И вот я уже добралась до верха. И еще раз показываю, как я это делаю. Вот одна у меня уже петля на петлеуловителе. Пропускаю, подвожу петлеуловитель под 4 протяжки. 3 пропускаю, 4 цепляю. И протягиваю под протяжками через эту петлю. Так, раз. И еще раз. Раз. И еще раз. Что у меня тут осталось? 1. И надеваю на иглу. И также я продолжаю делать со всеми остальными протяжками. На самом деле я не вижу смысла снимать прямо, как я поднимаю все протяжки. Принцип вы, я думаю, поняли. Потом просто возьмете штопольную иглу, или, может быть, вам удобно будет переснять это все на спицу. Ну, я бы просто, как я делала, я потом взяла эту нить, продела ее в иголку. Такие, ну, вы знаете, эти специальные толстые иголки. Просто пересняла все петли на нить, затянула, потом зашила бок. Вот, сшила его вместе. И значит, я набила холофайбером, я, по-моему, вначале это сказала, что я распотрошила старую игрушку и набила тыкву. Теперь вы ее набиваете, эту болванку. Набиваете так, чтобы у вас хорошо обозначились вот эти вот дольки. Потом вы сшиваете другую сторону. Значит, здесь вы нашиваете пуговку. А с этой стороны вы просто крючком берете, берем, значит, продеваем. Сейчас еще чуть отпущу камеру. Вот так. Вот, продели крючок. И протягиваем эту ниточку вот так. Оп. И вот у нас петелька.
Берем следующую. Раз. Тоже продеваем. И через предыдущую петлю тоже продеваем. Вот так вот. Раз. И вот у нас петелька. И вот у нас петелька. Конечно, оранжевая на оранжевом. Я прекрасно понимаю, что не очень хорошо это видно. Но я надеюсь, хотя бы мои голосовые подсказки вам помогут. И вот так вот. И в следующую под петельку. Раз. Протянули. И протянули через предыдущую. И еще раз под петельку. Протащили ниточку и протащили ее через предыдущую. И вот так вот получается такая вот цепочка по кругу. Я надеюсь, вы умеете вязать крючком. Самые простые, там буквально вот это самые простые столбики без накида. Если не умеете, ну посмотрите на ютубе очень много видео, как это вязать. Амигуруми посмотрите. Это просто элементарно, там вы сразу поймете, что к чему. Потом вот так вот провязывайте, 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 выше, 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 сколько хотите, хотите, вот заужаете. Я заужала немножко, убавляла петли, потом закрыла и пуговку пришила, и получилась вот такая вот красота. Я очень надеюсь, что у вас все получится с моими объяснениями. Ну что же, я надеюсь, что я понятно все объяснила. Если что-то непонятно, пишите мне в комментариях. Также подписывайтесь на Инстаграм и можете писать мне в директ. Я обязательно на все вопросы отвечу, может быть, пришлю какие-то дополнительные видео. Обязательно вам объясню, не переживайте. Я всегда на связи, всегда доступна к общению. Также не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить еще видео. Они обязательно будут. До скорых встреч. Спасибо, что были со мной.